О, привет! Это уже третья серия прохождения Half-Life с повязкой на глазах. В этой серии видеороликов я пытаюсь пройти Half-Life с закрытыми глазами на стриме в прямом эфире и без чьих-либо подсказок. Делаю я это по главам, так как прохождение всей игры за раз получилось бы слишком длинным. И это уже третья часть, а значит глава с офисами. После прошлого видео многие попросили меня показать процесс подготовки к прохождению главы. Зачастую это просто бесконечное тыкание в стенки с открытыми глазами в попытках найти оптимальный способ пройти каждое конкретное место. Хоть общее представление уровня у меня уже заранее есть в голове после стольких часов игры, этого все равно недостаточно для прохождения. Даже на первый взгляд очень мелкие вещи могут полностью сбить меня с толку, если я не вижу и не слышу изменения, происходящие вокруг. Отличным примером в самом начале главы является вот эта дверь в комнату электрика. Чтобы ее открыть, мне надо до нее дотронуться, а поскольку эта дверь открывается на меня, то она начинает поворачивать моего персонажа. Кстати, благодаря этой механике один англоязычный ютубер даже смог пройти Half-Life, вообще не используя мышку и стрелочки для поворота. А вот мне эта механика немного мешает, потому что часто дверь не до конца меня поворачивает, и поэтому на этот угол поворота не стоит сильно надеяться. И вот так перед попыткой пройти челленджем главу, я прохожу все с открытыми глазами и ищу все моменты, которые могут оказаться сложнее, чем я думал. И вот из-за того, что я не могу надеяться на угол поворота дверью, сразу после стекла, когда я буду доходить до угла, точно подтверждающего мою позицию, я буду подравнивать угол поворота. Точно так же, как я сделал это в прошлой главе, с помощью простукивания ломиком, я буду поворачивать камеру и примерно понимать, куда я прицелился. Если быть точнее, я выработал систему, потому что таких поворотов в главе оказалось очень много. Я беру в руки ломик, потом прижавшись к прямой плоской стенке, я начинаю ударять ломиком по стенке и начинаю медленно поворачиваться. Как только звук ударов по стенке прекратился, это значит, что я пересек черту в 90 градусов и полностью отклонил прицел от стенки. Тогда я начинаю еще медленнее крутить назад, и когда я снова слышу удары, значит я пересек черту в обратном направлении, и теперь отклонен от перпендикулярного положения примерно на 80 с чем-то градусов. К сожалению, невозможно прицелиться точно на отметку в 90 градусов, чтобы смотреть параллельно стенке и идти прямо. Поэтому в каждом таком месте я обязан принимать решение, либо я отклоняюсь чуть-чуть больше, чем на 90 градусов, либо чуть-чуть меньше, чем на 90 градусов. А это значит, что в таких местах я не буду идти ровно по прямой, я буду либо смещен немного налево, либо немного направо. Чаще всего это не составляет больших проблем, но мне надо точно запоминать, где я делаю отклонение в стенку, а где от стенки, чтобы в каждой попытке отклонение совпадало и не было неожиданных застреваний там, где раньше их не было. Иногда в процессе вот такой изначальной подготовки я недооцениваю какие-то моменты и примерно прикинув порядок действий иду дальше. Но порой приходится уже после нескольких попыток возвращаться к этим проблемным местам и придумывать более стабильные сетапы. Например, так произошло вот с этим дробовиком. Он в целом в этой главе не особо нужен, но я подумал, что это достаточно простое отклонение от основного маршрута, и дальше он может потенциально пригодиться. Оказалось, что с закрытыми глазами подбирать дробовик не так уж и просто, особенно если ты бездумно пытаешься нащупать его. Поэтому позже я сдался и придумал на него специальный сетап. До этого подбор дробовика выглядел вот так. Потом же я нашел, что можно застрять в этом углу, прижаться к стене справа и начать идти вперед. А как только я услышу звук подбора патронов, надо лишь сделать небольшой прыжок и шаг вперед. Технически я, конечно, могу сюда приходить и каждый раз примерно тыкаться во все подряд, пока случайно не подберу дробовик и патроны. Но в каждой попытке это будет отнимать у меня время. Поэтому тут было бы неплохо соблюдать баланс и тратить на серьезную подготовку время только тогда, когда это мне точно сэкономит время при реальных попытках пройти с закрытыми глазами. Но не знаю, как вам, а мне так скучно тратить время на подготовку, поэтому по большей части я трачу минимальное время на подготовку и пытаюсь как можно быстрее ринуться в бой. Нередко это кусает меня за задницу, но таков мой стиль. Чтобы попасть в это окно, тут я у стенки отсчитываю шаги Гордона, прислушиваюсь к ним и после определенного количества шагов останавливаюсь, оказавшись прямо перед окном. 5 штук. Следующее проблемное место вот в этом коридоре с хэдкрабами. Тут, конечно, можно придумать очень много способов пройти, но не все из них стабильные, поэтому я решил уклоняться от крабов, заходить за коробку и толкать ее вперед, при этом прислушиваясь к тому, сколько раз проигрался звук движения коробки.
А после того, как я забираюсь тут наверх, вдруг вспоминаю, что тут уже придется наклонять камеру вниз, чтобы сломать решетку. Но из-за психологической травмы, которую мне причинил наклон камеры в прошлой главе, я на секунду подумал, что можно попытаться найти способ пройти дальше без этого. Если не лезть по лестнице до конца, а пойти вперед с середины, то тогда я попаду на балку, с которой в принципе можно попасть на нижний уровень вентиляции сразу. Хоть это и тривиально сделать с открытыми глазами, с закрытыми это стало бы сильно сложнее. Потому что нет легкого способа понять, на какой высоте я нахожусь. Поэтому я быстро отказался от этой идеи и решил вернуться к варианту с наклоном камеры. Дальше я решаю, что нет особого смысла драться с врагами, если можно просто пробежать мимо них. Поэтому вот тут я планирую пробежать мимо всех вартиконтов и по возможности использовать охранника как приманку. А пока они заняты друг другом, я задницей нащупываю лестницу и поднимаюсь в секретный проход к турельке. Но так как в окно я буду вылезать очень медленно, турель придется выключить. Поэтому тут нужны сложные махинации с поворотами камеры. А трубы, торчащие из стены, еще и усложнят эти повороты. Тем же способом, что и в прошлых главах, прислушиваясь к тому, какие звуки издает рычаг, я смогу понять, куда я повернут. Но только если стою в правильном месте, поэтому мне надо удостовериться, что я встану в правильный угол перед этим. После того, как я выключил турельку, я подхожу в другой угол, подтверждаю, что я в правильном месте и могу сохраниться. А вот с окном небольшая проблема. Стены вокруг него слишком большие. Поэтому мне надо убедиться, что я залезу на раму окна и по ней немного проползу, чтобы при правильном повороте я бил по воздуху, а не по какой-то из стен. Забился в угол, запрыгнул, назад отошел, забился вперед, начинаю ударять, поворачиваю. Есть. Это прикольно. С открытыми глазами дальше все выглядит очень простым. Просто пройти мимо врагов, не застрять в текстурах при смене уровня, дойти до вот этого угла и потом придется повернуться, потому что проход в столовой заколочен досками и мне надо будет его сломать, чтобы пройти дальше в секцию с холодильником. Вместо секции с холодильником можно было бы в целом провернуть Барни скип как в спидранах, но я решил, что путь через холодильник покажет более живописные виды, поэтому я выбрал его. В самом холодильнике начинается страшный сегмент с необходимостью включить платформу, которую в первом Half-Life, в отличие от Black Mesa, нельзя остановить в нужном месте. Поэтому мне придется на ходу залезть на платформу ровно в тот момент, когда она проезжает мимо меня, а потом слезть, когда я нахожусь прямо перед проходом дальше. Если бы я вам просто показал, как прохожу этот сегмент с закрытыми глазами, то у вас могло бы сложиться впечатление, что я просто случайно наткнулся на все нужные места. Но на самом деле я придумал четкий план действий. Вот так я прощупываю места, в которых могу застрять, и пробую несколько разных вариаций с минимальным количеством действий, необходимых от меня. Прогоняю их несколько раз и проверяю, какие могут случаться ошибки. Например, вот тут меня может заблочить хэдкраб, но его можно будет просто перепрыгнуть, чтобы не обходить далеко от стены, в конце которой рычаг, который надо будет нажать. Дальше я буду идти и периодически нажимать кнопку действия, пока не активируется рычаг, после чего я пойду налево, обнимая стенки и углы. Выставлю персонажа в проход, в конце которого будет лестница. И тут я замечаю, что иногда могу пройти мимо лестницы. В целом этого можно избежать, если выходить из-за угла потихоньку и все это время зажимать кнопку движения назад. А дальше уже теми же техниками, что и раньше, буду периодически поворачиваться и, обнимая стенки, продвигаться по вентиляциям. И вот в конце этого всего меня встречает двигающаяся платформа. Я стал придумывать много разных способов залезть на нее. С разными углами поворота попробовал прокатиться, попробовал залезть на нее с закрытыми глазами просто на слух и понял, что это довольно сложно. Тогда я придумал вариант с тем, чтобы немного вылезать за край, тем самым блокируя движение платформы, чтобы она зажала меня и точно была рядом, а потом я уже смогу легко высвободиться и залезть на нее без особых проблем. Дальше всеми теми же способами, что и раньше, а именно простукиванием и посчитыванием шагов, я прокладываю путь через систему вентиляции. И вот когда я подхожу к шахте лифта, тут придется немного попотеть, ведь мне надо как-то выставить персонажа и прыгнуть на лестницу, используя лишь звук. Посчитав шаги и запомнив тайминг прыжка, я придумал примерный сетап. Аккуратно залезая по лестницам наверх, я делаю последний прыжок, и после чего надо будет лишь найти люк для спуска в лифт.
На этом заканчивается подготовка к главе Office Complex. Нет. А теперь давайте смотреть, как весь этот план работает в реальности. Не спрашивайте почему, но мне казалось, что из-за того, что я могу закончить прошлую главу с любым поворотом, лучше всего начать эту главу с того, что я упрусь в правый дальний угол коридора и начну поворот оттуда. Но сейчас на монтаже я увидел, что в целом это не важно, я могу просто сразу пойти и упереться в вентиляцию, мне не надо вообще идти направо. В первой же попытке оказалось, что для этой вентиляции нужно чуть более точное отклонение направо. Каким-то образом я повернулся почти идеально на 90 градусов и просто не попадал по решетке. В этой главе было много таких маленьких ошибок, поэтому не будем разбирать все, только те, которые случались часто или были какие-то капитальные ошибки. Конкретно эту проблему я решил так. Теперь я буду чуть более сильно наклонять камеру направо, но чтобы потом точно попадать по двери, я буду чинить поворот, простукивая диван ломиком. Вот, например, здесь я не придумывал никакой сетап для того, чтобы каждый раз идеально подбирать аптечку и батарейку. В целом у меня это получалось без проблем, без сетапа, просто пройдясь несколько раз по комнате, я так или иначе натыкался на эти ресурсы. Как я сказал чуть ранее, здесь я сделал более стабильный сетап, и подбирать дробовик в целом не было никакой проблемы. А вот за эти бесконечные косяки дверей без дверей я постоянно зацеплялся. Вот этот момент с проползанием в окно и дальше попаданием в вентиляцию, он тоже был без особо точного сетапа. На данный момент я считаю, что если я могу сделать какой-то трюк всего за пару попыток, то нету особо смысла придумывать на это сетап, могу просто загрузиться и попробовать снова. С запрыгиванием на лестницу здесь было очень много проблем. Я то не мог подвинуть коробку на правильную дистанцию, то меня блокировали крабы. Возможно, здесь тоже стоило попытаться придумать еще более стабильный сетап, но в целом за несколько попыток так или иначе у меня получалось залезть наверх, поэтому так до этого и не дошло. Здесь я уже целенаправленно наклоняю камеру вниз и ломаю вентиляцию. После чего нажимаю кнопку, которая возвращает камеру на уровень параллельной земле. Для этого существует отдельный бинт в игре. После того, как я здесь убиваю краба и прижимаюсь к стене и вентиляции, с помощью ударов я должен выбрать правильный угол поворота. Конкретно этот поворот очень важен, потому что он влияет на то, насколько легко я попаду на лестницу к турельке, и на то, смогу ли я вообще понять, что стою в правильном углу панели управления турелью. Это хороший пример того, как я настраиваю угол в одном месте, но это влияет на трюки сильно дальше. По мне пострелял. Давай, пока он закончит. По мне пострелял, кстати, у меня и так здоровья очень мало. Меня жутко чешется глаз, придется терпеть. В этой успешной попытке я с первого же раза идеально залез на лестницу, но в неудачных попытках из-за неправильного угла поворота этот момент иногда был невыполнимо сложным, и я буквально не мог понять, где я нахожусь относительно лестницы. Чтобы отключить турель, мне надо ее сначала активировать и потом забиться в угол у панели управления. С этим было сразу несколько проблем. Иногда я тут упирался в трубу не с той стороны,
А иногда упирался с правильной, но поворот был настолько сильно отклонен от 90 градусов, что я промахивался по трубе, и мне казалось, что я не в том месте. После этого без особых проблем я дохожу до Барни мимо всех врагов и просто даю ему возможность всех застрелить. Он победил, хорош. Регенюсь аптечкой, которая висит прямо рядом с ним. И пытаюсь встать в угол, из которого буду поворачиваться в сторону холодильника. Но тут немного мешала труба, в которую я упирался спиной. Постоянно такие мелкие препятствия, в которые можно упереться, кажутся незначительными. Но иногда они приводят к тому, что я полностью запутываюсь в пространстве. Что? Привет, Вовка. Немного потупив, я на ходу придумываю план и начинаю прощупывать пространство кнопкой использования и нахожу Барни. От него уже в целом несложно вернуться к обычному плану. Дохожу до нужной точки, поворачиваюсь. Ломаю доски, блокирующие проход, и дохожу до холодильника. В самом холодильнике, когда я отхожу от краба, блокирующего мой проход, я отхожу слишком сильно назад, и из-за этого некоторое время не могу найти рычаг. После чего нахожу дорогу назад без проблем. Но вот промахиваюсь мимо лестницы. А поскольку я заранее репетировал такой исход, без проблем знаю, как исправить положение. Вот тут я испытывал небольшие трудности с залезанием в вентиляцию. Нет! Что я сделал? И когда я случайно нажал направо и упал с полок, мне показалось, что я сохранился, упав вниз. К счастью, этого не произошло, и я смог продолжить путь дальше. Убиваю краба и разворачиваюсь под правильным углом. Раньше я поворачивался с отклонением в обратную сторону и пробовал вот так залезть боком на движущуюся платформу. Но из-за неудачных попыток, которые выглядели примерно вот так, когда я полностью терялся в пространстве, тут я решил переделать изначальный план блокирования платформы задницей и полностью поменял план на этот сегмент. Нет, зафейлил. А, блядь, я здесь сохранился. Я думал, что я в другом месте сохранился.
Теперь по новому плану я поворачиваюсь с уклоном в сторону стены, и тогда, пройдя немного дальше, я смогу, прижимаясь к стене, упереться в невидимый угол, немного выпирающий из стены, и гарантированно остановлюсь прямо перед дырой в стене, ведущей к платформе. Пройдя вперед, я упрусь в стену и смогу развернуться. Сделав небольшой шаг вперед, я прислушиваюсь к звукам двигающейся платформы и начну махать ломиком, когда слышу, что платформа подъезжает справа. А как только я ударю по ней, значит я могу начать ползти вперед и точно попаду на нее. А уперевшись в стену, я продолжаю зажимать кнопку движения вперед и пролезу в вентиляцию сразу, как только выдастся возможность. Да! Ой, куда? Чем найти? Это как? Чем его нащупать? Блин, я наверное, так. В вентиляции я тут застрял внутри модельки краба. Такое иногда случается, но перезагрузив сохранение, я все-таки смог преодолеть это препятствие. Справа в ответвлении вентиляции смог собрать немного дополнительных ресурсов и прополз дальше. Тут может показаться, что я сделал что-то странное. Почему-то в 2 шага выставляю поворот. Но дело в том, что изнутри вентиляции поворот выставить невозможно, потому что я при любом повороте буду задевать потолок. Поэтому мне надо повернуться ровно настолько, чтобы сломать решетку вентиляции, и только после того, как я вылезу, без препятствий над головой можно выставлять правильный поворот. После чего я просто прижимаюсь к стенкам и, отходя от них на определенное расстояние, нахожу лестницу и проход в очередную вентиляцию. Я не запрыгиваю. Кстати, именно в этой попытке я еще и случайно наткнулся на очередной невидимый угол, о котором не знал, поэтому некоторое время здесь был в замешательстве. Тут, когда я приполз к выходу из вентиляции, та же самая идея. Невозможно выставить угол поворота, потому что над головой препятствие. Поэтому, как только я ломаю решетку, перестаю поворачиваться и жду, пока охранник прекратит стрелять, чтобы он не попал по мне. Потом вылезаю и, встав в угол, наконец могу починить поворот. Здесь в целом ничего интересного, просто поднимаюсь по лестнице, прижимаясь к стенкам и иду до самой шахты лифта. Вот это, наверное, самый противный прыжок во всей главе. Возможно, к нему можно было бы лучше подготовиться, как-то посчитать шаги и более четко вычислить тайминг. Но я решил, что в целом немного готов пострадать и без сетапа с нескольких загрузок допрыгнуть до лестницы. Не допрыгивай, зачем допрыгивать? Не отвечай на этот вопрос. В конце концов, наконец, с 12-й попытки получилось отпрыгнуть в нужный момент и схватиться за лестницу. В шахте лифта мне надо подняться наверх по аварийным лестницам. Я помнил, что они находятся с противоположных сторон шахты, но почему-то я перепутал, и мне казалось, что первая из них сзади, а вторая спереди, хотя в реальности было наоборот. Но я это довольно быстро осознал даже с закрытыми глазами и исправился. Может, я я шиз, блять. Все, я понял.
Ну и в самом конце я тоже не стал выдумывать сетапы, поэтому пришлось немного повозиться на крыше лифта, чтобы найти проход внутрь. Сразу за дверью лифта начинается новая глава, поэтому на этом моменте я остановился, так как в следующей главе для трюка мне надо начинать прохождение именно с этого уровня. Как-то так я прошел 3-ю главу. Это была не очень сложная глава. Первичная подготовка заняла где-то час. Исполнение с перестройкой планов заняли примерно 3 часа. А прокрастинация и монтаж этого видео заняли где-то 5-6 недель. То есть примерно 900 часов, что в 300 раз больше, чем у меня ушло на съемку серии. Я бы пообещал, что в следующий раз будет быстрее, но не хочу вас обманывать. Единственное, что могу сказать, если вы хотите увидеть следующую серию в 300 раз раньше других, заглядывайте ко мне на стримы. Ну или хотя бы пишите сюда комментарии, чтобы я знал, что это вам интересно смотреть. Всем спасибо, всем пока.